На нашей планете очень много опаснейших мест, и одно из них — это морской путь по проливу Дрейка. Пролив опасен из-за своих непредсказуемых погодных условий и сильнейших морских течений. При отсутствии поблизости суши скорость течения воды может достигать 150 миллионов кубических метров в секунду. Ко всему прочему, в этих местах много айсбергов и сильнейшие ветра. Пролив Дрейка — морской путь, расположенный между южной частью Америки и Антарктикой. Это межконтинентальный пролив, соединяющий южные части Атлантического и Тихого океанов. Этот пролив самый широкий на Земле. В самой узкой части его ширина не менее 820 километров, а также самый глубокий. Его глубина достигает более 5000 метров. Пролив же получил свое название в честь британского исследователя, адмирала и морского капитана Фрэнсиса Дрейка, который был одним из первых, кто прошел через этот пролив и столкнулся с его опасностью. А прошел он этот пролив в 1578 году, во время кругосветного путешествия, которое было вторым в мире после Магеллана. Ему первому и пришлось сполна хлебнуть ужасов этого неприветливого места. Известно, что Дрейк хотел проплыть путем Магеллана по более спокойному Магелланову проливу, но ошибся в расчетах и прямиком влетел в ревущую преисподнюю мыса Горн. Из всех кораблей Дрейка прошел это место и выбрался на спокойную воду только корабль самого адмирала. С тех пор пролив, соединяющий южные части Тихого и Атлантического океанов, и зовется проливом Дрейка. Главный фактор, делающий этот маршрут опасным, это его географическое положение. Он расположен в зоне сильных ветров и морских течений, которые могут привести к сильным волнам и бурям. Прохождение через этот пролив является одним из самых сложных испытаний в мореплавании, поскольку в южной части земного шара между 40 и 50 градусами южной широты проходит мощное антарктическое циркумполярное океаническое течение или течение западных ветров. Это течение, не встречая на своем пути препятствий в виде континентов или крупных островов, развивает значительную скорость, которая может достигать 20 узлов, около 40 км в час. Для сравнения, например, всем известный «Титаник» развивал сопоставимую скорость, имея мощность в 55 тысяч лошадиных сил. Всем судам, которые идут через пролив Дрейка из Атлантики в Тихий океан, приходится преодолевать мощное сопротивление антарктического циркумполярного океанического течения. Эти течения могут вызывать опасные водные потоки, которые могут стать причиной крушения судна. Особенно сложно проходить через пролив во время приливов и отливов, когда течения наиболее сильны. Но течение не так страшно, как сильнейшие ветра, достигающие 25-30 метров в секунду, находящиеся на отметке показателей десятибалльного шторма. Поэтому переход через пролив Дрейка может быть довольно авантюрным делом. Но это не все опасности, которые несет данный маршрут для мореплавателей. Помимо мощнейших ветров, обстановку в проливе существенно осложняют айсберги и дрейфующие льдины. Южная часть пролива с апреля по ноябрь покрыта льдом, поэтому летом на юге пролива Дрейка часто плавают айсберги и возникает большая опасность встречи с ними. А также пролив Дрейка опасен тем, что на всем его пути отсутствуют береговые поселения и базы. Если судно сталкивается с проблемами на этом пути, то единственным выходом может стать аварийная эвакуация пассажиров и экипажа на другое судно или вертолеты, доступ к которых иногда просто невозможен. Но несмотря на все опасности, во второй половине 19 столетия это был практически единственный путь из Азии в Америку. Согласно этому пути, мореплавателям нужно было обогнуть материки и проплыть через пролив Дрейка. Именно в это время и произошло самое большое количество кораблекрушений. Поэтому пролив очень давно несет славу кладбища большого количества затонувших кораблей, которые предпринимали попытки пройти его несмотря на течение и ветра со времен Магеллана и до открытия новых маршрутов.
Прохождение данного маршрута по проливу возможно только при спокойной погоде и только очень крупными грузовыми судами, танкерами и контейнеровозами класса «Панамакс», или крупными военными кораблями, крейсерами и авианосцами, ну и, конечно, подводными лодками. Судоходство в этом проливе не сильно развито ввиду вышеназванных причин. После того, как был построен Панамский канал, большинство судов используют именно его для того, чтобы попасть из Атлантики в Тихий океан и обратно. Но моряки, имеющие необходимость ходить этим путем, уверяют, что бояться кораблекрушения не стоит, ведь они отправляются в плавание не вслепую. В современном мире ресурсы для прогнозирования погоды, к которым имеют доступ капитаны и штурманы, экстраординарны. Капитаны могут заранее планировать свои маршруты и регулировать скорости направления, чтобы перемещаться по более спокойным участкам. Точные системы позволяют предсказать, что произойдет, и изменить курс. Некоторые более современные и мощные суда пересекают пролив Дрейка не за 2, а за 1,5 дня. В 1992 году на мысе Горн установили огромный памятник в виде парящего альбатроса в память о моряках и капитанах, которые потерпели крушение у скал мыса. По верованиям моряков, души погибших экипажей превращаются в альбатросов, которые часто кричат во время полета, пролетая над вздыбленными волнами. Мыс Горн – самая южная часть архипелага Огненная Земля, одно из наиболее опасных мест в районе пролива Дрейка. Вписанный в историю судоходства и овеянный легендами, он и поныне остается самым негостеприимным краем для мореходов. Полноценно мыс Горн открыли и дали ему название только в 1616 году голландские мореплаватели. Обогнув безымянный остров, они назвали его в честь родного города капитана – Хорн. Пролив Дрейка также считается идеальной локацией для любителей экстремальных путешествий и суперострых ощущений. Путешественники, проделавшие путь по проливу Дрейка, делятся невероятными впечатлениями. Лайнеры, на которых происходит путешествие, оснащены всеми современными преимуществами – тренажерные залы, бассейны и так далее. Но как только лайнер входит в опасную зону, пассажиров просят проследовать в каюты. Все наружные двери герметично закрываются, повсюду располагаются предупреждающие надписи, а на лестницах и у лифтов висят пакеты, которыми могут воспользоваться те, кого тошнит от невероятной качки. И такая погода может длиться дня 1,5. Волны, достигающие 8 метров, вызывают панику у пассажиров. Однако, как говорят люди, совершившие такое путешествие, это того стоит. Друзья, каждую субботу на нашем канале выходит новый ролик, поэтому можете подписаться на канал. А пока что можете посмотреть наш предыдущий ролик про самое радиоактивное озеро в мире.